Виталий, опять добро пожаловать на канал подкаст Silicon Curtain. Добро пожаловать в Киев. Очень рад, особенно встречаться здесь, в Киев. Давайте начинаем с вопроса. Есть на геополитике темы в основном. Когда мы говорили в прошлый раз, конечно, Трамп не победил. И мы обсуждали, что будет и какое отношение есть украинцы к Трампу. Теперь все изменилось. И какое отношение сейчас есть к администрации Трамп, допустим, если по сравнению с Байденом? Я думаю, что у украинцев есть надежда, как это всегда бывает, когда происходят перемены, что новая администрация будет действовать эффективнее, чем предыдущая. И мы сейчас видим у многих людей, и это не только представители политической элиты, это и обычные люди, которые не занимаются политикой, попытки доказать самим себе, что администрация Байдена сделала недостаточно и для помощи Украины, и для давления на Россию, а вот администрация Трампа может сделать гораздо больше. И если когда это говорят политики, я могу еще их понять, потому что они видят, что президент Трамп живет в парадигме безостановочной лести. И если ты хочешь иметь с ними какие-то дела, с его командой, с ним самим, ты должен постоянно говорить о них в превосходных степенях и доказывать, что те, кто были перед ними, не были столь эффективны. То в отношении того, что говорят обычные люди, не связанные с политикой, мне кажется, что это просто такой элемент, я бы сказал, и сознательной, и подсознательной неблагодарности. Потому что совершенно очевидно, что если бы президент Байден не оказал ту поддержку, которую он оказал Украине в 2022 году, мы бы здесь просто с вами не находились. Украинского государства давно бы уже не было на политической карте мира. Здесь была бы Киевская область Российской Федерации. Может быть, было какое-то марионеточное государство. Мы сейчас не будем углубляться в планы Владимира Путина, тем более, что эти планы никуда не делись. И если президент Трамп не будет столь же эффективен, сколь был президент Байден, мы сможем понять, чего хотел президент Путин в 2022 году уже в будущем. Потому что очевидно, что Россия будет пытаться воплотить эти свои планы в жизнь. Но надежда, она все равно есть. Она не материальна, потому что мы до сих пор не слышали от президента Трампа ни одного реального предложения относительно окончания этой войны, кроме угроз санкциями в адрес России, которые, учитывая нынешнее состояние российско-американской торговли, мягко говоря, не имеют никакого отношения к экономической реальности. Ну и я замечаю, например, такие удивительные для меня вещи, когда медиа рассказывают о том, что танкеры теневого флота России, на которые были наложены санкции, не могут доплыть до Индии и Китая. И здесь в украинских медиа говорят: видите, как эффективен президент Трамп, хотя это санкции администрации Байдена. Конечно, было бы куда лучше, чтобы администрация Байдена была более решительна в своей санкционной политике. Конечно, для меня ясно, что украинцы никак не могут понять, что любая американская администрация будет действовать в балансе между помощью Украине, стремлением сохранить Украину как суверенное государство, и стремлением не допустить ядерный конфликт между Соединенными Штатами и Россией. И президент Путин всегда, будучи лидером сильного ядерного государства, будет на этом спекулировать. И что отличие Байдена и Трампа исключительно в том, что Байден не хотел договариваться об Украине без Украины, а Трамп готов договариваться об Украине без Украины. Что Байден исходил из ценностей, которые хотят защищать Соединенные Штаты, а Трамп хочет исходить из интересов, которые должны Соединенные Штаты защищать. Что по большому счету для Байдена было важно, что он не имеет контактов с президентом Путиным, пока Путин не прекратит агрессию против Украины. И эта международная изоляция Путина тоже была инструментом воздействия. А Трампу даже и в голову не приходит, что изоляция Путина — это инструмент воздействия на российский режим. Вот на сегодняшний день это три очевидных отличия двух президентов. И я думаю, что так бы сказал. Байден был последним политиком классического 20 века. Века, в котором ценности постоянно соперничали с цинизмом.
А Трамп — это первый классический политик 21 века. Это век, где цинизм окончательно победил ценности. И по большому счету это может предопределить все геополитическое развитие в ближайшие десятилетия, вплоть до большой войны между сильными государствами, которая будет исходить из того, что защита их интересов, в общем, может вполне быть обеспечена гибелью там 20-30 миллионов человек в случае ядерной агрессии. Мы вернемся к этому, особенно по теме Канады, Гренландии и так далее. Но пока я хотел просить, стоит ли нам уделять больше внимания словам или действиям Трампа? Безусловно, действия. Президент Трамп блестящий игрок с точки зрения того, как он может преподать свое решение. Но нужно будет смотреть, что он действительно будет делать. Потому что пока нет телефонного разговора Трампа и Путина, пока нет никаких решений Трампа и Путина, пока нет понимания того, насколько Трамп готов учитывать мнение украинцев и европейцев в своих контактах с Путиным, мы можем оперировать только словами, которые действительно не так много могут значить. И по большому счету тут же есть еще один важный момент, мне кажется, очень важный, связанный с тем, что у обоих президентов совершенно разные задачи. Трамп, я уверен, действительно хочет встретиться с Путиным для того, чтобы остановить войну в Украине. У меня нет никаких сомнений в честности его намерения. И договориться о каком-то сосуществовании с Россией так, чтобы это не было рискованным для Соединенных Штатов. А Путину нужна встреча ради встречи, потому что, как я уже говорил, сама встреча с президентом Соединенных Штатов означает, по большому счету, политическую капитуляцию Вашингтона перед Москвой. Если мы раньше не встречались с Путиным, потому что он продолжает агрессию, мы с ним встречаемся, это выигрышная политика для Путина. И он, конечно, хочет встретиться с Трампом, но заметьте, Кремль до сих пор ожидает, что из Вашингтона будут просить о такой встрече. Москва не сделала ни одного шага навстречу Белому дому. Путин говорит, я готов, мы ждем сигнала. И при этом мы сами рассказываем себе о том, что Путин очень хочет встретиться с Трампом. Трамп говорит, что Путин хочет встретиться с Трампом, вне всякого сомнения. Путин очень хочет встретиться с Трампом, но так, чтобы Трамп его об этом попросил. Даже встреча с Келлогом не действовала, не получилось до сих пор. Ну, я думаю, что Келлог вообще не является персоной, которая кого-либо интересует в Кремле. Келлог дипломат, человек, который просто передает месседжи. Это не фигура, которой заинтересован Путин. Я вам хочу напомнить, что когда предыдущий директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс был в Москве, то Путин с ним просто разговаривал по телефону. Он улетел в Сочи, демонстративно показывая, что вот эти чиновники американской администрации ему не ровня. Так что, Келлог может приехать в Москву, он может говорить с министром иностранных дел Лавровым, может быть, с заместителями Лаврова. Я не знаю, как они изберут, какую модель поведения, то есть унижать сразу или постепенно. Но в любом случае понятно, что Путин считает, что он должен разговаривать с Трампом. И это совершенно четкая его установка, она, в принципе, всегда была такой для людей, которые находятся в Кремле и в советское время, и в постсоветское. Потому что, понимаете, российские руководители самоназначенные враги Америки, как говорил бывший посол Соединенных Штатов в Москве Гвин Салливан, и российские руководители, они самоназначенные равные партнеры Америки. И они должны, чтобы создавать такое впечатление. И опять-таки, у них нет экономического потенциала, чтобы быть равными. У них нет политического потенциала, чтобы быть равными, даже в геополитическом смысле мы это увидели по Сирии. У них есть ядерное оружие. Это единственный козырь, который у них реально есть. Они его разыгрывают. Есть опасность, если часто эти встречи происходят без свидетелей, как получилось в прошлой администрации. Я думаю, что, в общем, конечно, лучше было бы, чтобы мы знали, о чем говорят Путин и Трамп. Но даже если встреча происходит без свидетелей, и она опирается на нереализуемые решения, этого особого значения для развития ситуации не будет иметь. И приносит ли Путин на пользу угрозы США аннексировать Гренландию, допустим, и желание Путина создать автократический мир без международных правил и институтов? Конечно, когда Трамп говорит о Гренландии, и он говорит о Панаме, он создает для Путина очень хорошие вообще возможности политические, потому что он как бы говорит, вы действуете здесь, мы действуем там, но у нас одинаковый инструментарий. Кроме того, тут же есть еще одна важная вещь. Когда Трамп говорит о странах, которые заведомо слабее Соединенных Штатов, он же воскрешает в нашей памяти модель поведения самой России.
На кого, собственно, нападала Россия в ближайшие десятилетия? На маленькие страны, которые по определению не могли ей противостоять. Ну как Грузия реально может противостоять России? Как Молдова с ее практически отсутствующими вооруженными силами могла сопротивляться российской армии, локализованной в Приднестровье в 90-е годы, если эта армия была на стороне марионеточного подконтрольного Москве режима в Тирасполе? Какие вообще шансы у стран, в которых по 2-3 миллиона населения, сопротивляться государству со 120-140 миллионным населением? Кстати говоря, многое и Украины касается. Вот сейчас говорят, что Колумбия же на самом деле большая страна. У нее 50 миллионов населения, да, конечно. Но по сравнению с Соединенными Штатами маленькая. Как и Украина по сравнению с Украиной. С Россией маленькое государство. Потому что Россия огромная по территории страна. Огромная часть территории, которая неуязвима для ударов авиации и дронов. Со 140 миллионным населением и с огромным запасом ядерного оружия. Которого достаточно, чтобы уничтожить не только Украину, но и Соединенные Штаты. А Украина — это 30-миллионное на сегодняшний день государство. Вся территория, которая абсолютно комфортно простреливается российскими вооруженными силами. И с точки зрения ракетных атак, и с точки зрения дронов в Украине нет безопасного места. Поэтому Россия не напала на равное себе страну. Когда Россия говорит, что она требует гарантий безопасности от Украины, это то же самое, что Трамп говорит о том, что он будет использовать экономические меры против Колумбии, если Колумбия не будет принимать тот флот воздушный Соединенных Штатов, который депортирует мигрантов, будь он там гражданским или военным. Абсолютно одинаковый подход к чужому суверенитету. Ну, разница только в том, что Трамп не воюет, а использует экономические механизмы, которые у него есть. А Россия воюет и готова уничтожать все вокруг. Но мы же, кстати, всегда говорили российскому руководству, что вы делаете. Вы разве не понимаете, что если вы вот так вот будете действовать на постсоветском пространстве, как слон в посудной лавке, ваше место займут другие. Прежде всего Запад. Потому что бывшие советские республики не будут считать вас надежными партнерами. Кстати, о тарифах и о пошлинах. Вы же не забывайте, что это все не Трамп придумал, а Путин придумал. Грузинские вина, молдавские вина, украинский сахар. Это же все российские методы воздействия на соседей. Дикарские. То, что мы видим сейчас происходит с новым американским президентом. Но и действительно оказалось, что многие экономики с бывших советских республик стали переориентироваться на Соединенные Штаты и Европу. И теперь самым крупным партнером торговым нашим является Европейский Союз. По большому счету, я считаю, что внешняя политика президента Соединенных Штатов, основанная на тарифах и пошлинах, открывает широко двери в Латинскую Америку, а возможно затем и в Европу, Китайской Народной Республики. И это очень опасно, потому что мы бы хотели видеть главным торговым партнером и гарантом безопасности цивилизованного мира именно Соединенные Штаты с их мощной экономикой и, самое главное, с их демократическими ценностями. А может быть так, чтобы многим из нас, я не имею в виду сейчас Украину, потому что Украина так или иначе слишком зависима от своего конфликта с Россией, и Китаю этот конфликт не нравится. Но все остальные будут вынуждены обращаться к Китаю как к ведущему экономическому партнеру. Мы можем потерять Соединенные Штаты в той роли, которую Соединенные Штаты играли в Европе и в целом в цивилизованном мире с 1945 года. Историческая роль Трампа может состоять в том, что Соединенные Штаты на наших глазах вернутся в конец 19 века, когда они могли распоряжаться исключительно и то с помощью давления в Латинской Америке. И сейчас они и этой возможности могут не иметь из-за влияния Китая. Я абсолютно не хочу, честно говоря, чтобы Америка в ценности, которые я всегда верил, на моих глазах, при моей жизни, превратилась в геополитического карлика. Но шансы для этого очень велики. Ja. Каков статус глобальной оси зла после падения Асада? Она ослабла, но там все еще есть Россия, которая никуда не делась. Все еще есть Иран, который маневрирует, конечно, но он все еще никуда не делся. Все еще есть Хамас, который пытается восстановить свое влияние в секторе Газа. И, кстати, последние договоренности на Ближнем Востоке, они содействуют восстановлению влияния Хамас, чтобы мы там не говорили себе. Есть Хизбалла, который никуда не делась из Ливана. Да, они потрепаны.
Да, они потеряли большую часть своих боевиков, политического и военного руководства. Но вот сейчас, когда мы видим освобождение террористов из израильских тюрем, это резерв для восстановления. Ведь когда начиналась война 7 октября 2023 года, после нападения хамасовцев на Израиль, мы же говорили о том, что Хамас не должен контролировать сектор Газа. Это главная задача этой войны. Что с территории сектора Газа не должна исходить опасность. Никакого такого результата мы не видим. Непонятно, что с этим в принципе делать. Когда президент Трамп говорит, что лучший выход это изгнать или переселить, будем там точны в его дефинициях, потому что он не говорил изгнать, конечно, переселить 1 миллион палестинцев из Газы, он только радикализирует настроение в самом секторе такого рода предложений, потому что палестинцы всегда и говорят, нет, это борьба не с террором, а с нами, нас хотят отсюда выгнать. И многие израильские ультраправые политики, не многие израильские ультраправые политики, я это хотел бы точно быть в дефинициях, ну, по крайней мере, такие политики, как Тамар Бен-Гвир, который сейчас ушел из правительства, они согласны с этой идеей, они как бы являются живыми иллюстрациями идеи, да, мы хотим, чтобы вас здесь не было, это наша цель. Не Хамаса не было, а вас здесь не было. Это когда к такого рода предложениям присоединяется президент Соединенных Штатов. Это создает, конечно, очень непростую атмосферу на Ближнем Востоке и в будущем взаимопонимании между арабскими государствами и Израилем, потому что вот все пропагандистские стереотипы, которые против Израиля использовались на протяжении десятилетий, чтобы доказать, что Израиль хочет не сосуществования с арабами, а их изгнание с территории бывшей подмандатной Палестины, все это оживает, подтверждаемое заявлениями самого Трампа. И мне трудно понять, зачем он это делает, потому что зачем подменять мирный процесс, в котором он добился значительных результатов, будучи президентом Соединенных Штатов, вот такой отвратительной политической карикатуры. У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, это просто первые недели и непонимание реальности. И, конечно, это не действует хорошо в других частях мира, ну, типа Африки и так далее. Нужно ли Запад более активно противодействовать российскому влиянию в Африке, Индии, ну, так говорят, глобальный юг, зато эта терминология не хватает. Я бы не отделял Россию от Китая. Потому что Россия без Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке практически никто. Поэтому тут опять-таки вопрос, должен ли Запад противодействовать влиянию России и Китая? А как противодействовать, если проекты USAID вот так вот в один день приостанавливаются и прекращают работать? Мы тут много в Украине говорим о последствиях это прекращения этого финансирования. И люди, как правило, видят какую-то внешнюю сторону происходящего. Вот не будут происходить какие-то пресс-конференции, обсуждения восстановления Украины и круглые столы общественных активистов, и это все финансировалось американскими налогоплательщиками. А зачем? Но ведь за этой внешней стороной деятельности, не самой, кстати говоря, затратной, стоит куда более затратная часть. Школы, больницы, гуманитарная помощь. Людям, которые потеряли все, и на которых может не хватать денег у разоренного войной украинского государства. Но опять-таки мы здесь не одни в этой истории. Есть огромное количество людей, миллионы людей во всем мире, которые страдают от голода, у которых нет инфраструктурных возможностей, у которых нет возможности самостоятельно бороться с коррупцией. Это, кстати, Украины касается. Без финансирования этих процессов, потому что их власти не заинтересованы в том, чтобы была борьба с коррупцией. Если Соединенные Штаты в один день могут сказать, мы в этом не участвуем, мы теперь будем проверять, мы будем смотреть, как расходовать деньги, мы еще не знаем, будем ли мы участвовать вновь, то опять-таки вы хотите искать других партнеров. Это опасно. И тогда возникает вопрос, как вы противостоите влиянию Китайской Народной Республики. Скажу вам откровенно. Китай уже давно на украинском рынке, причем и политическом, и экспертном, и общественных организаций. Возможно, он не очень себя афиширует. Но я постоянно играю в игру. Когда я слушаю каких-либо экспертов, которые говорят о Юго-Восточной Азии, я могу где-то за 4 минуты понять, связаны они с Пекином или не связаны. Это люди, уважаемые эксперты в украинском сообществе. Недавно было даже расследование, мои коллеги проводили, кто из этих экспертов реально связан с Пекином. Но так это же только начало игры.
Если вы уходите, то вы даете возможность Китаю предлагать свои услуги людям, которые занимаются уже не только Юго-Восточной Азией, но и Европой. Это мы, кстати, в Грузии видим, как это прекрасно происходит. Работать с политическими элитами. До войны, большой войны России с Украиной, лидер правящего большинства в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорил о том, что партия «Слуга народа», наскоро созданной для Владимира Зеленского, для, так сказать, удачного выступления на парламентских выборах после президентских. Так вот, лидер этого парламентского большинства говорил, что партия «Слуга народа» нужно заимствовать опыт у коммунистической партии Китая. Это уже было. То есть популизм, он всегда стремится к авторитарным моделям. Он никогда не стремится к демократии. Украинское общество, в принципе, в 2019 году четко расписалось, что оно не стремится к развитию демократических институтов. И это опасность. Необходимо было с таким обществом продолжать работать, чтобы Украина не оказалась той банальной постсоветской республикой, которой всегда оказывается страна с большой политической нацией, я бы сказал. Я считаю, что, в принципе, украинская демократия существовала исключительно за счет различия в идентичностях, которые были между жителями различных регионов Украины. Сейчас, когда этого различия идентичности нет, у Украины есть равные шансы как остаться демократическим государством, так и превратиться в страну с политической моделью России и Беларуси. Причем вторая модель, учитывая настроение украинского общества и особенно его послевоенное состояние, является куда более реалистичной. Но тогда возникает вопрос, а мы хотим такой Украины, в которой будет править десятилетиями свой Лукашенко, может быть, обращенный лицом к Западу, а не к Востоку, хотя как знать. И хотим ли мы Украины, в которой единомыслие будет восприниматься как норма большей частью избирателей, который будет искать себе правителя, который обеспечит, наконец, им защиту и более-не менее сносное существование после многих лет, мы еще не знаем, сколько это продлится, жестокой войны с Россией. То есть Путин говорил все время, что Украина — это антироссия. Мы точно не антироссия, просто по той причине, что мы демократическая страна. Но мы можем стать отражением России, если вместо ценностей будем жить в циничном мире интересов, которые и Трамп, и Путин по-своему каждый интерпретирует. Может быть, это не тема точно для вас, но мы с Ярославом обсуждаем довольно часто, эффективны ли устаревшие СМИ против экстремизма и пропаганды? Вы знаете, вся моя, я даже не сказал бы карьера, вся моя жизнь — это попытка опередить время. Я сейчас еще могу вспомнить, как я ездил в отпуск, брал с собой сначала печатную машинку, печатал тексты, такую небольшую портативную, и печатал тексты, и потом диктовал их стенографисткам, потом передавал по факсу, потом набирал на компьютере, между прочим, в интернет-кафе, потому что еще не было ноутбуков, сербским шрифтом, и менял на нем потом буквы украинские на сербские, которых не доставало. И потом на дискету это все сбрасывал, чтобы передать каким-то образом эту статью. Я еще помню такие вещи. Сейчас, когда мы живем в мире, где можно просто продиктовать статью на телефон, и ее никто не прочитает, потому что все будут ждать блога в YouTube. Поэтому я вообще считаю, что когда мы говорим о традиционных СМИ, о традиционных медиа, это все разговоры от лукавого. Почему? Потому что не существует никаких традиционных медиа. Существует, я бы сказал, актуальный способ подачи информации. Сейчас, я думаю, я могу сказать, используя свою манию величия. Мои великие предшественники, Аристофан или кого бы еще так... Эсхил. Они ведь были журналистами. Они писали свои произведения на злобу дня. Что такое была журналистика в античной Греции? Вы писали драму, которая отражала события конкретного года. Вы эту драму показывали на Олимпийских играх или на каких-то играх в конкретном регионе. Это была журналистика. А потом из этой журналистики появилась драматургия. И мы называем Эсхила и Перикла, Эсхила и Аристофана драматургами, создателями современной драмы. Хотя они, если вы с ними бы встретились, вот мы сейчас бы
были за этим столом, мы спросили бы их, кто они бы себя назвали, скорее всего, словом близким журнализму. Поэтому всегда я задаю себе вопрос, а кто я? То есть будут ли меня называть через 500 лет, если обо мне кто-то вспомнит, журналистом или кем-то еще в результате? Потому что это всегда способ передачи информации. Античная драма, проповедь. Это абсолютная разновидность журналистики. Апостол Павел, когда читал свои проповеди я бы сказал, со ступени всех синагог, которые он мог обойти, это была типичная журналистика. Или затем газета при появлении станка Гутенберга, потом радио. Радио не было традиционным видом медиа в момент, когда оно появилось. Это была та же самая революция, которую у нас представляют социальные сети, YouTube и TikTok. И она изменила мир. Вспомните, что президент Рузвельт во многом воспринимался избирателем через радио, а президент Джон Кеннеди через телевидение. Не было бы телевизионных дебатов Кеннеди и Никсона, я думаю, получили бы Никсона гораздо раньше, чем получили в роли президента Соединенных Штатов. И это тоже нельзя назвать традицией, потому что все считали, слушайте, надо читать в газете программу президента. Надо идти на митинг, чтобы увидеть политика. А сейчас мы все на митинге Трампа присутствуем в прямом эфире. То есть возникает вопрос, почему мы вообще говорим о традиции или о ее отсутствии, когда речь должна идти о способе передачи информации. Вот я считал всю свою жизнь, что я занимаюсь передачей информации. Когда нас разделяли на факультете журналистики на литературных сотрудников газеты, радио и телевидения, я литературный сотрудник газеты по специальности, потому что я думаю, что я хорошо пишу все еще. Вот, я всегда говорил своим коллегам, это глупое разделение, мы должны иметь то, и другое, и третье. Надо сидеть у микрофона, надо и знать, как ты выглядишь на камеру. Не будет этой изолированной журналистики. Хотя в то время, как вы помните, газетчики говорили, я на телевидении, я не хочу быть в этом клубе дураков. Ни первым, ни последним, потому что... Много до сих пор, да. До сих пор так говорят. Вот. Но тогда у меня вопрос, а почему журналистика вообще возникла как сфера? Почему это вообще возникло как отдельно, что-то отдельное? Потому что журналистика — это посредничество между обществом и тем, кто принимает решения. Я всегда говорю, что журналистика возникла в ту минуту, когда кто-то подошел к вождю племени и предложил ему свои услуги в обмен на хороший кусок мяса или на место у костра. А кто-то это увидел и решил рассказать обществу. Почему журналистика вторая древнейшая профессия? Потому что для того, чтобы появилась вторая древнейшая профессия, должна появиться первая. Кто-то должен предложить услугу и создать новость. А кто-то должен хотеть поделиться этой новостью. Вы же, наверное, знаете, что наше профессиональное желание, когда мы что-то узнаем, мы сразу хотим об этом рассказать. А это вовсе не все хотят. Очень многие люди не хотят этого рассказывать. Они не журналисты. А тут есть желание поделиться. О, я такое узнал. Мне нужно обязательно этим поделиться и дать этому оценку. Этим люди, которые занимаются журналистикой, отличаются от других людей. Потому что кто-то хочет играть на сцене какой-то образ, а мы не хотим. Мы хотим оставаться самими собой, поэтому мы не актеры. Это и есть суть журналистики, посредничество. Но мы также говорим о журналистских стандартах и о каких-то институциональных ограничениях для журналистов, конечно, которых нет для блогеров, например. Конечно, но эта грань, как вы видите, размывается, поэтому мы и задаемся вопросом, что общество должно сделать, чтобы сохранить даже не журналистский стандарт, а стандарт качества информации. Качество информации — это не анонимность, проверка и его и способность и эту информацию идентифицировать и сделать реалистичной. То есть, фактически, это реалистичность информации. Но это же тоже все абсолютно очевидно. Поэтому мы и говорим, анонимные каналы в Телеграме — это зло, но это не сам мессенджер, а то, как это все происходит. Алгоритмы ТикТока — это зло, потому что они намеренно программируются так, чтобы лишить нас возможности к разнообразным источникам информации. Так, между прочим, но таким же злом, между прочим, была программа «Время» на советском телевидении. Она ничем не отличалась от ТикТока. Мы садились у экранов. Вы попробуйте сейчас посмотреть программу «Время» советскую. Ее в Ютубе сейчас очень много. И я иногда, когда я думаю о стандартах или о своем детстве, я включаю выпуск. И я вдруг понимаю, что в принципе
держали людей в абсолютной, я бы сказал, информационной пустыне. Потому что если они слышали что-то о Соединенных Штатах, там бастовали рабочие. Если вы слышали что-то о Кубе, там прекрасное царство социализма и равенства. Остров свободы против государства Чистогана. И все это на протяжении десятилетий каждый день вместо новостей. Я вам скажу, как я выбирался из этой ситуации, из этого кокона с детства. Я вот с детства читал югославские медиа. Они вот здесь вот продавались где-то неподалеку на Крещатике, были киоски с газетами социалистических стран, и я как-то быстро понял. А может, я просто был ленивый, не хотел учить сложные языки, такие как английский или немецкий, потому что для того, чтобы читать Neues Deutschland, The Morning Star, надо было приложить усилия. А я легко читал славянские языки. И я понял, что именно в югославской прессе, в отличие там от польской или чешской или словацкой тех лет, очень много того, чего нет на советском телевидении, в советских медиа. Так, в принципе, я там к 10 классу, а это уже было правление Юрия Андропова, и югославские газеты запретили, уже сформировался как свободомыслящий человек с совершенно другими представлениями о реальности. Мне хватило газеты, которая издавалась в социалистической стране, которая контролировалась, скорее всего, Центральным комитетом Союза коммунистов Югославии. Но это был другой уровень контроля. И это уже изменило мои мозги на всю оставшуюся жизнь. Вот вам и вопрос воздействия. И я очень часто думаю, а что бы было, если бы я читал Neues Deutschland? Ну, я же мог и хотеть выучить немецкий язык, язык великой культуры. Ну, и я бы попал бы в информационную пропагандистскую оболочку ГДР. И это я мог бы просто иначе выглядеть. Не лучше, чем правду. Не лучше, чем правду. Да, но лучше было качество. Знаете, в чем была еще особенность? Когда ты брал немецкую газету, там было качество, как в бумаге и фотографии, как в ФРГ. Потому что это же была витрина. И когда мне хотелось просто посмотреть хорошие фотографии, хорошие фотоработы, я покупал Neues Deutschland, потому что я знал, что там содержание я не прочту, скорее всего, но зато во все эти мировые события будут качественно, блестяще проиллюстрированы. И это тоже, кстати, часть мироощущения. Что я в такой совершенно жесткой коммунистической газете видел качественные фотографии. Это же тоже глаз. Ну вот многое такого происходило, интересно. Но это же, понимаете, это же постоянный поиск того, как выбраться из ТикТока, по сути. Потому что это же был ТикТок. А как раз вы говорите по стандарте это дали. Мне интересно вот эту культуру. Когда появится новая платформа, новая технология, есть какая-то наивность. И мы видели это, когда радио появилось. Орсон Уэллс, «Война мира». Люди сбегали из городов, потому что не верили, что на самом деле все это действует. Есть ли это проблема сейчас, что не возникла культуры, как-то поставить под вопросом информацию, которую культуры люди потребления видят. информации. Да, культуры потребления, да. Я думаю, что в какой-то момент мы вынуждены будем столкнуться с тем, что информация как таковая должна быть верифицирована. И государствам, если они вообще хотят уцелеть, а не скатиться в хаос, придется, к моему большому сожалению, предпринимать различные ограничения. Но вы же и раньше не могли просто так издать газету. Вам приходилось обращаться за лицензией. Вы не могли просто так запустить телеканал. Вам приходилось обращаться за лицензией. Другое дело, что в демократическом мире и в мире тоталитарном могут быть разные представления о том, что запрещать и что разрешать. Вы знаете, что в Советском Союзе глушили зарубежные радиостанции. А на Западе никто не глушил московское радио. Но тем не менее, должен быть абсолютно конкретный стандарт. Информация должна быть не анонимной, верифицированной. Вы должны четко понимать, как создается алгоритм социальной сети. Этот алгоритм должен быть общественно контролируем. То есть вместо того, чтобы говорить отдельно о стандартах журналистики, как журналистики, мы говорим в общем о стандартах для всех. Конечно, потому что классическая журналистика действительно перестала обеспечивать информацией большинство людей. Ну вот представьте себе, вот я, допустим, пишущий журналист и телеведущий. Если бы я сейчас ограничивался бы только этой своей ролью, каков бы был бы уровень моей аудитории? Есть люди, которые читают мои тексты. Их много, но их не сравнить с теми людьми, которые смотрят мои блоги. Есть люди, которые смотрят мои телепрограммы. Представьте себе, что этих телепрограмм нет в Ютубе. И эти телепрограммы есть только в аналоговом или в спутниковом телевидении.
какого рода возможности, даже не влияния, а распространения информации я бы имел. Тут вопрос, да, тут вопрос в том, что я, конечно, в этой ситуации нахожусь, как и любой человек этой профессии, на грани между журналистикой и блогерством. Потому что я в своих блогах стараюсь сохранить стандарт, и я соперничаю с людьми, которые сознательно отвергают стандарт, которые размывают само понятие стандарта. Вот мне недавно одна из депутаток Верховной Рады предложила побеседовать на дебатах. И я был как-то изумлен. Я ей говорю, вы не понимаете, я журналист, это я решаю, с кем мне беседовать. Вы политик, вас избрали, вы давали людям обещания, вы имеете рычаги, инструменты воздействия на общество, вы должны со мне отвечать, а не я должен с вами дебатировать, потому что я на себя не взял такой роли. Она не понимает. Она просто не понимает, чем отличается политик от журналиста. Она мне говорит, ну, в ответ, вы ведете себя как политик, потому что она себя не ведет как политик. Она думает, что вот это вот влияние медийное, это и есть политика. А политика это борьба за власть и принятие законов, и издача, когда вы издаете указы, когда вы принимаете решения. Вот президент Трамп занимается политикой. Мы все перечислили, то, что он сейчас делает. Он же не только с речами выступает. А у украинских политиков, очень многих, политика сведена к речам и постам в социальных сетях. Вот в чем катастрофа. Ну и, конечно, в такой ситуации вы не очень можете представить себе, как взаимодействовать, если люди забывают о наполнении содержанием реальных вещей. Последний наш вопрос. Думаю, чуть-чуть с этим связано. Когда я видел ваше интервью с Юлией Латининой, очень хотел задать этот вопрос. Это тоже, это, конечно, не интервью, это как раз скорее дебаты. Это дебаты, обмен мнениями, это как раз, да. вот, это... Но это уже дебаты другая журналистов. Мы тоже об этом очень много спорим. Но какая принесла польза, выгоды, и какие были цели у вас? Потому что, наверное, вы очень знакомы с ее мнением, и знали заранее, что она будет примерно сказать, разногласия. Я считал подобную беседу нецелесообразной, если вы хотите знать мое мнение. Юлия считала, что эта беседа целесообразна. Я исходил из того, что я как украинский журналист придерживаюсь одной позиции, и я эту позицию озвучил. Она придерживается другой позиции, и она эту позицию озвучила. Но поскольку наши две позиции были озвучены, там был совершенно конкретный повод, о котором я уже сейчас и не вспомню, честно говоря, когда мы обменивались этими мнениями, то я считал, что если мы побеседуем и каждый в непосредственном соприкосновении озвучит свои позиции, аудитории станет в принципе ясно, каких ценностей мы придерживаемся. Ну, оно так и получилось. Когда я советовал госпоже Латыниной в этом не участвовать, я этот совет ей давал именно как профессионал. Почему? Потому что я считал, что о ее блоге и выступления рассчитаны не на российскую аудиторию, которая давно оторвана от YouTube и от всего остального, а прежде всего на украинскую. Может быть, на русскоязычную украинскую аудиторию, но на украинскую. И если она так открыто будет защищать позиции, которые для этой аудитории неприемлемы, она потеряет большую часть своего, скажем так, социума. Я не очень понимал, зачем ей это нужно делать. Поэтому как журналист, я ей советовал это не делать. Но каждый принимает решение для себя, причем самое интересное, что виновен оказался я в результате. Она меня обвинила в том, что моя беседа с ней привела к таким результатам, хотя, опять-таки, я как раз, как человек, понимающий законы журналистики, считал, что в этом нет никакого смысла. Я и сейчас считаю, что это не имело никакого смысла, но я совершенно не собирался отказывать своим коллегам, которые как бы выступают против путинского режима, возможности защитить свои взгляды в беседе со мной. Это, опять-таки, это не дебаты с политическим деятелем, и это не дебаты с блогером. Вот тут многие не понимают, почему вам не говорить с тем, с этим и с этим. Потому что я разговариваю с коллегами. Меня не интересен анонимный блогер, который неожиданно возникает в эфире и говорит, что он должен защищать какие-то свои позиции, потому что он не является журналистом. Мне не интересен
политический деятель, который хочет со мной дебатировать, потому что моя задача взять у него интервью, задавать ему вопросы, а не рассказывать ему, как устроена жизнь. Если я буду хотеть рассказывать ему, как устроена жизнь, я должен идти в парламент, я должен становиться министром и защищать свои позиции на политическом уровне. Удивительно, что эти элементарные вещи нужно сейчас разъяснять. Но вернемся к интервью. Было много вопросов со стороны украинской аудитории, почему вы это сделали. И мне кажется, что вот этот больший дебат с тем, нужно ли нам разговаривать с русскими, если да, то с какими, если да, то в каких форматах, кто должен это делать и зачем это делать. И с кем бы стоило еще? И с кем бы стоило. И стоили ли вы вообще? Вы знаете, я разговариваю с целым рядом своих собеседников, которые являются критиками российского режима практически регулярно. С Марком Фейгиным, там, с Евгением Киселевым, с Игорем Яковенко. Это и обмен мнениями, и защита позиции. И для меня это важно, даже не с точки зрения того, что я имею доступ к российской аудитории, потому что сам по себе, и это надо понимать, я к ней доступ не имею, даже когда говорю на русском языке. Аудитория даже моего русскоязычного канала не насчитывает и 6-7% людей из Российской Федерации. И это небольшая для меня новость, потому что так было всегда. Я мог считать себя одним из ведущих авторов российских медиа в 90-е годы и начале 2000-х. Но это просто потому, что там печатались мои тексты. Но я абсолютно не уверен, теперь тем более, что эти тексты воспринимались большой частью аудитории. Просто это была, так сказать, часть деятельности в журналистском сообществе. Это русские в эмиграции тоже. Это тоже это включается в эту маленькую часть. Нет, я думаю, что я говорю именно о людях, которые живут в Российской Федерации. А люди, русские в эмиграции, они составляют часть людей из других стран, но они уже часть другого социума. Мы же говорим о российском обществе. Когда мы говорим с Евгением Киселевым, с его там бэкграундом в России, или с Марком Фейгиным, я понимаю, что там есть люди именно из Российской Федерации. Я довожу свою позицию, беседуя с журналистами и блогерами. Я в этом не вижу ничего из ряда вон выходящего, потому что я уверен, что эту позицию нам придется еще защищать многие десятилетия. Мы не можем спрятаться в ракушку, потому что мы не остров. Я же не говорю о другом. Мы, в принципе, все время бросаемся из крайности в крайность. То мы постоянно пытаемся в чем-то убедить жителей России, то мы не используем то, что мы можем говорить по-русски, для того, чтобы беседовать с целым русскоязычным миром. С огромным количеством людей, которые в любом случае составляют электоральную аудиторию. В Соединенных Штатах, в Германии, в Израиле, во многих других странах эти люди, понимающие русский. Они, кстати, не обязательно на нем говорят. Они могут быть кем угодно. Украинцами, выходцами с востока нашей страны, русскими, азербайджанцами, армянами. Но эти люди избирают конгрессменов. Эти люди избирают депутатов Бундестага. Вы прекрасно знаете, как на русскоязычных радио Нью-Йорка поддерживается конкретная кандидатура в Конгресс или в Законодательное собрание штата Нью-Йорк. Это все реальность. Если вы хотите этих людей окончательно отдать Владимиру Соловьеву или Дмитрию Киселеву или каким-нибудь таким журналистам, как Юлия Латынина, которые находятся в эмиграции. И если вы хотите сказать, пусть они учат украинский, чтобы мы понимать нашу позицию, то, скорее всего, они украинский учить не будут, а голосовать будут так, как будет велеть им их информационное пространство. Есть много этих Лекс Фридманов, которые живут внутри, да, пузырь. Да, но у меня вот тут вопрос. Нужно ли нам делать свои каналы и разговаривать на русском, или нам нужно вступать в дискуссию с либеральными русскими? Во-первых, люди разные, которые на русском языке разговаривают. Опять-таки, я разговариваю с очень многими людьми по-русски, которые азербайджанцы или армяне. Они даже не либеральные русские, но это все равно беседа на русском языке. Просто потому, что пока что русский язык остается тем языком коммуникации, который нас связывает. Что касается того, что мы должны делать, каждый может исходить из того, насколько он интересен этой аудитории. Я, когда после своего украинского канала решил сделать еще и отдельный русский. Кстати, вы знаете, что очень многие украинские блогеры вообще на русском языке разговаривают в YouTube. А я считал, что моя основная аудитория украиноязычная, потому что так было всю жизнь. Я считал, что я смогу разговаривать с людьми, которые являются выходцами с постсоветского пространства как такового, потому что я не хотел этих людей оставлять наедине с российской пропагандой. Я хотел, чтобы я об этом разговаривал. И опять-таки, чтобы вы понимали четко,
Для меня вот эти люди, это люди, о проблемах которых я пишу десятилетиями. И это бывшие советские республики, это, если хотите, народы России. Я тоже о людях, которые вот живут в российских республиках, которые на моих глазах теряют за эти десятилетия идентичность, думаю, потому что я начинал, по большому счету, в российской журналистике, в советской журналистике тему народов России как отдельных идентитетов. Я ездил в Казань, я разговаривал с лидерами татарского национального движения для украинских медиа и для российских медиа. Я ездил на Северный Кавказ и беседовал с лидерами национальных движений, дружил с ними. Я ездил в Карелию. И, кстати говоря, я когда-то был глубоко потрясен, когда я, опять-таки, в российском информационном вещании увидел репортаж о всплеске карельского сепаратизма. Это было очень смешно, потому что в Карелии всего 10% карелов. И оказалось, что мою статью «Карелия без карел» просто перепечатали все карельские медиа. И когда просто, поскольку этих перепечаток было 40 штук, то в Москве решили, что это всплеск национализма. А получилось, что никто до меня об этом просто не писал. О том, что происходит с карелами в Карелии. Ну, то есть таких примеров может привести множество. И можешь ли ты от этого отказаться? И почему ты должен от этого отказаться, если у тебя есть аппарат? Но у меня все-таки есть бэкграунд человека, который этим занимается годами, который имеет доверие, по крайней мере, части аудитории. Если вы просто из украинского медиамира приходите в русскоязычное пространство, вы, скорее всего, останетесь интересно исключительно украинской публике, говорящей по-русски. Мне это не интересно. Я хочу с украинцами разговаривать на украинском языке. А по-русски говорить с неукраинцами, в политическом смысле слова. Ну, а каждый выбирает для себя. Виталий, очень рад, что мы могли здесь встречаться. Очень рад, что вы приехали к нам. Приезжайте еще. Обязательно. На самом деле приезжаем в Львовский форум, наверное, скоро. Но это такое большое удовольствие. Спасибо вам большое. Спасибо, Жен. Спасибо. Спасибо большое.